Всем привет, путешественники! Вы на канале Go Travel World 360. Скажите честно, у вас было такое, что в первый день отпуска вам не нравится буквально все? Кровать казалась неудобной, кондиционер шумный, а номер совсем не таким, как на фотографиях? Мы живем в эпоху идеальных картинок. Вы мечтаете об отпуске несколько месяцев, смотрите эстетичные рилсы с курортов, листаете идеальные фото отеля, читаете восторженные отзывы, представляете, как будете пить коктейль у бассейна и ни о чем не думать. Но вот, вы прилетаете, проходите все формальности в аэропорту, заходите в свой номер и вдруг понимаете, что вам не нравится буквально все. Кровать кажется каменной, Wi-Fi ловит только у двери, кондиционер гудит, как трактор. Вид из окна совсем не похож на тот, что был в соцсетях. И возникает та самая пугающая мысль. Неужели я зря потратил столько денег? Куда я вообще приехал? Самое интересное, что всего через пару дней этот же отель покажется вам почти идеальным. Почему так происходит и как мы сами портим себе начало отпуска? Сегодня разберемся. Представим типичную ситуацию современного туриста. Вы встали посреди ночи, добираетесь до аэропорта, прошли все проверки и формальности, пережили перелет с плачущими детьми на соседнем ряду, ждали багаж, а потом еще час тряслись в автобусе до отеля. На весь этот путь ушло 10, 12, а то и 15 часов. Ваш организм истощен, но вместо того, чтобы просто лечь и отдохнуть, включается режим жесткого критика. Вы начинаете искать недостатки. Балкон оказывается крошечным. Обещанный вид на море – это узкая синяя полоска где-то между пальмой и соседним корпусом. В ванной вы замечаете микроскопическую трещину на плитке или следы от капель на зеркале. Умный свет в номере не включается с первого раза. И чем больше вы сканируете пространство, тем больше минусов находите. Вам кажется, что вас обманули, хотя на самом деле объективно номер может быть абсолютно нормальным и чистым. Дальше становится еще сложнее. Вы решаете пойти на ужин, чтобы как-то сгладить впечатление, но заходите в ресторан и понимаете, людей слишком много. Очередь за грилем или пиццей кажется бесконечной. Вокруг шум, звон посуды, чьи-то дети бегают прямо под ногами. Музыка играет громче, чем хотелось бы. А еда на шведском столе почему-то выглядит совсем не так аппетитно, как в рекламных проспектах. После ужина вы выходите в лобби или на улицу. Вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться отдыхом, вы продолжаете думать о дороге, проверяете сообщения, пытаетесь выйти на связь с родными или решить какие-то бытовые вопросы. Информационный шум наваливается со всех сторон. В какой-то момент возникает стойкое ощущение, что отпуск безнадежно испорчен уже в первый вечер. Кажется, как будто все идет совсем не так, как вы себе представляли. Но здесь есть один очень важный нюанс. Проблема чаще всего вообще не в отеле. Проблема в нашем физическом и эмоциональном состоянии. На самом деле у этого состояния есть вполне логичное объяснение. Дорога – это серьезный стресс для организма. Резко меняется все – климат, температура воздуха, влажность, привычный режим сна и питания. Если вы летите в другую страну, добавьте сюда новые запахи, новые звуки, незнакомую обстановку и огромное количество впечатлений за один день. Ваш организм устал гораздо сильнее, чем вам кажется. В таком состоянии мозг начинает работать совсем иначе. Его главная задача сейчас не получать удовольствия, а адаптироваться к новой среде. Именно поэтому наш взгляд словно автоматически цепляется за все негативное. Мы замечаем пятно на ковре, но не обращаем внимания на красивую территорию отеля. Слышим шум кондиционера, но не замечаем шум моря за окном. Фокусируемся на мелких недостатках и совершенно упускаем из виду то хорошее, ради чего вообще приехали отдыхать. Мозг буквально фильтрует происходящее через призму усталости.
Именно поэтому первый день отпуска очень часто оказывается самым необъективным днем всей поездки. То, что вечером кажется серьезной проблемой, через сутки может уже не иметь для вас абсолютно никакого значения. За годы путешествий я вывела для себя одно простое правило. Я называю его правило 24 часов. Никогда не оценивайте отель в первые сутки после приезда. Не спешите писать негативные отзывы. Не делайте поспешных выводов. Не бегите сразу на ресепшн с мыслью, что отдых уже испорчен. Просто дайте себе немного времени. Примите душ после дороги, поужинайте, прогуляйтесь по территории, посидите несколько минут у моря или у бассейна. Позвольте себе остановиться и переключиться с дороги на отдых. А самое главное, хорошо выспитесь. Очень часто именно полноценный сон становится той самой границей между раздражением и удовольствием от отпуска. На следующее утро вы можете посмотреть на тот же самый отель совершенно другими глазами. И именно тогда начинается настоящий отдых. И вот наступает утро второго дня. Вы просыпаетесь, открываете шторы и вдруг замечаете, что мир вокруг выглядит совсем иначе. Оказывается, территория отеля очень красивая и ухоженная. Море переливается десятками оттенков синего цвета. А тот самый кофе на завтраке, который вчера показался самым обычным, сегодня окажется невероятно вкусным. Персонал приветливо улыбается, солнце отражается в воде бассейна, а утренний воздух наполняет ощущением долгожданного отдыха. Тот самый балкон, который вчера вечером казался маленьким и неудобным, вдруг становится вашим любимым местом для утренней чашки кофе. И самое интересное заключается в том, что большинство вчерашних недостатков никуда не исчезли. Кондиционер все так же работает. Та самая трещина на плитке по-прежнему находится на своем месте. Даже вид из окна остался прежним. Изменилось совсем другое. Вы отдохнули. Организм адаптировался к новому месту. Стресс от дороги ушел, и теперь вы начинаете замечать не недостатки, а преимущества. Именно поэтому многие туристы спустя неделю уезжают из отеля совершенно другими эмоциями, чем те, которые испытывали в первый вечер после приезда. Поэтому, если в следующий раз в первый день отпуска вам захочется собрать чемодан и уехать домой, не спешите расстраиваться. С очень большой вероятностью проблема вовсе не в отеле. Вы просто устали после дороги. Дайте себе хотя бы сутки на адаптацию, и вполне возможно, что уже на следующий день вы увидите это место совершенно другими глазами. А теперь расскажите в комментариях, был ли у вас такой опыт, когда в первый день хотелось все критиковать, а в конце отпуска совсем не хотелось уезжать. Поделитесь своими историями, мне будет очень интересно их почитать. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Go Travel и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры отелей, полезные советы для путешественников и интересные направления для отдыха. Впереди нас ждет еще много путешествий, красивых мест и новых открытий. А сейчас пока-пока и до встречи в следующих видео на канале Go Travel World 360.